Здравия! У меня на втором сайте есть разделы, посвященные крипте. Ссылка, как всегда, в описании. Сегодня коснемся темы криптобирж. Самое главное в этом – не класть все яйца в одну корзину. В прошлом цикле медвежки топ-2 биржа скоманулась. Еще ранее топ-1 биржа. Сейчас уже новости, что глава Binance признался в отмывании денег. И его теперь не выпускают из цитадели демократии на родину. Риса с лапшой поесть. На биржах сейчас очень хотят снимок паспорта. Местами можно подгрузить картинку, местами снять на камеру в онлайн режиме. Затем, например, покрутить рожей перед камерой. Или глазами пощелкать. Существует два вида бирж. Секс централизованные. И они больше всего подходят для торговли, поскольку вводятся средства на биржу. Подтверждение ордера моментальное. И DEX децентрализованные. Там сводят 2 человек для торговли. Само собой, это задержки при торговле. Плюс встает проблема с кошельком, с которого торговать. С того же MetaMask воруют деньги. Постоянно эти истории слышу. Даже у нас в приватной группе есть девушка, которая использовала отдельный смартфон для этого, а эфириум куда-то уплыл. Опытные люди мне посоветовали физический кошелек Trezor. Ledger не годится из-за закрытого исходного кода и бэкдоров. О кошельках мы поговорим в другом ролике. Еще можно торговать через менял. Но тут свои подводные камни с комиссиями. Очень постараюсь не ругаться в ролике, биржи раздражают. Персональные данные им дай, а ответственности никакой. В случае проблем никто не поможет, включая разнообразные органы. Тема эта непонятная для них и не урегулированная законами. Впрочем, учитывая нашу специфику, органы скорее помогут кинуть работягу, чем помочь с мошенниками. Приступим к обзору. Очень советую прочитать по написанное. Первое место в рейтинге – это знаменитая биржа Binance. От лучших друзей человечества и развивателей крипты в массы в сжатый срок нагнулись и раздвинули булки. Наибольшее количество новостного негатива связано именно с этой биржей. И больше всего она подчиняется в плане санкций. Если бы у нас было здоровое население в мире, все бы уже покинули в знак протеста эту биржу. Крипта же про свободу от режима. Тем не менее, остается самой ликвидной по сей день, но делать там уже нечего. Второе место – Coinbase. Воистину самая конченная биржа. Впрочем, как и все осошайные. В тупую заблокировала счета людей, волей судеб, находящихся под гнетом оккупационного режима РФ. Для тех, кто в шоке от услышанного, хотя бы их конституцию прочитайте. Там все почти прямым текстом, не говоря уже о законах. Они ж ничего не скрывают. Ящик только об этом чего-то не рассказывает. Третье место – Bybit. Хорошая удобная биржа, но с абсолютно конченным пунктом по поводу использования Google аутентификатора. Не даст без него вывести деньги, сменить почту и так далее. Четвертое место – OKX, ранее OKEX. Одна из старейших бирж, но тоже прогнулась и становится как и Binance. Торговать на ней нет смысла. Комиссия большая, снизить можно только удержанием их токена, а это много денег. Более 7000 баксов. Пятое место – Upbit. Одна из корейских бирж, заблокировавших счета. Они там крепко с копом сидят на подсосе у Сашай. Шестое место – Kraken. Еще одна биржа из государства света и счастья. Также заблокировала аккаунты. Седьмое место – Gate.io. Вот нормальная биржа с работающим P2P, но с дикими комиссиями. Даю скидку в 20% при регистрации по ссылке, но этого все равно мало. Далее они хотят, чтобы заморозили их токен GT на 14 дней. И пойдет дополнительная скидка. Если продадите, опять по кругу 14 дней ждать. По текущему курсу это более $1000. Еще можно покупать поинты и с их помощью также скидка. Вроде их за торговлю давали, сейчас не знаю. Точнее не вижу. Короче, для торговли биржа не подходит. Особенно на медвежке. Там бывает курс по 0.4 ходит, а тут только комиссия купи-продай 0.4. С точки зрения инвесторов в долгосрок вообще плевать на комиссию, пользуйтесь. Восьмое место – KuCoin. Вот воистину нормальная биржа с рабочим P2P и адекватной комиссией в 0,1%. При оплате их токеном KCS она становится 0,08%, а это уже комфорт для торговли даже на медвежке. Плюс даю при регистрации по ссылке скидку на комиссию в 10%. Девятое место – HTX, OB Global. Вот пример биржи с конченной службой поддержки. С такими по жизни дел не имею в любом деле.
должны решать твою проблему, а не делать голову. 10 место. Bitfinex. Опять эта тупизна с обязательным Google аутентификатором, начиная с регистрации. Добавлю еще одну биржу в список. 12 место. BitGet. Еще одна нормальная биржа с рабочим P2P и адекватной комиссией в 0,1%. При оплате их токеном BGB она становится 0,08%. Скидок на комиссию больше нет, но есть мелкие откаты за регистрацию по ссылке. Биржи ниже топ-10 считаю опасными. Лучше оставаться в рамках топ-10. Плюс обращайте внимание на биржи, которые много зарабатывают на фьючерсах. У таких бирж больше денег и они безопаснее. Смотрите картинку внизу. Еще стоит отметить, что на некоторых биржах списание комиссии происходит позже, в виде возврата на счет. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное криптосообщество. Подробнее по кнопке «Поддержать» на сайте движка Всен.ру. Ссылка есть в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег!